Привет всем, друзья! В комментариях вы часто спрашиваете, почему пророки, ясновидящие, экстрасенсы и святые старцы со своим видением будущего представлены у нас вроде как в одном ряду. Ведь нельзя смешивать святое с язычеством и людьми, которыми руководили темные силы, что открывали им страшные картины будущего. На самом деле, в этом цикле видео о предсказаниях на нашем сайте мы четко разграничили пророчества старцев, ученых и экстрасенсов. И здесь стараемся максимально подробно рассказывать о пророчествах каждого из них, чтобы дать вам возможность самим определить, какой исход событий наиболее реален для того мира, в котором мы живем сейчас. Сегодня будет выпуск о знаменитом экстрасенсе Мехди, что начал видеть будущее в возрасте 4 лет – и еще в далеком 2009 году в эфире радио объявил свой прогноз на будущее. Тогда, когда ни о какой пандемии не было речи, когда природные катаклизмы и катастрофы еще не были столь часты и разрушительны. Послушайте. Сказали предсказатели, то, что цивилизация майя сказали дата. Если не обращать внимания на 2012 год, а 2020 наверняка будет очень трудно жить уже на Земле. Большие проблемы, типа катастрофы, катаклизмы, изменение природы, уменьшение ресурсов, вот это будет, да. Но то, что наступает точно все, конец нет. Мехди был успешным врачом и художником. Когда-то жизни в большом городе он предпочел тихую и размеренную жизнь в горах, где можно было найти единение с природой, долго медитировать и открывать скрытые способности. Таковые, кстати, присущи многим из нас, но открыть их в себе под силу не каждому. 2007 год стал переломным в жизни Мехди. Он потерял маму, самого дорогого человека. Тогда же Мехди прославился на весь мир, став лучшим в знаменитом шоу об экстрасенсах. Сегодня мы собрали воедино предсказания Мехди о будущем России и мира и представляем их на ваш суд. Во-первых, один из немногих Мехди утверждает, что знаменитая планета X, Нибиру, действительно оказывает сильное влияние на катастрофы и аномалии, происходящие на Земле. 10 лет назад экстрасенс сказал, что 2020 год станет точкой отсчета тяжелого времени для всей Земли. Не только отдельные государства, города и страны окажутся во власти стихий, происходящих на Земле, но и весь мир сокрушится от огромного количества бедствий на Земле. Всему виной серьезное, незримое влияние на внутриземные процессы космических объектов, в частности, влияние Нибиру, которую многие считают мифической планетой. Приближается планета Нибиру. Ее приближение вызывает различные катаклизмы и вызывает изменение движения Земли. Это и есть катастрофа. Конечно, если ресурсы будут и дальше уменьшаться, то будет война за место, где они еще остались. На сегодняшний день есть и другая теория, согласно которой Нибиру – это вовсе не планета, а мощный космический корабль, центр информации для землян, от которого зависит жизнь и существование людей. Якобы Нибиру способна держать Землю в состоянии равновесия и нивелировать огромное количество бедствий и катастроф. В то же время она и сама может стать причиной глобальной катастрофы. В сети есть много кадров, когда в очагах природных пожаров, тайфунов, цунами и вулканической активности наблюдаются странные объекты, светящиеся шары, неопознанные световые явления, после появления которых природная мощь стихии становится меньше, постепенно угасает, нанося гораздо меньший урон, чем могла бы. Неопознанные объекты появляются буквально из ниоткуда и уходят не в космическое пространство, а будто бы исчезают, пребывая прежде видимыми на Земле. Именно поэтому физические свойства таких необычных световых явлений очень сложно изучить. Но, несомненно, они обладают очень мощной силой, предотвращая хаос на Земле. Возможно, есть некий центр, руководящий всем этим, и если, как говорит Мехди, из-за некоего космического объекта, начиная с 2020 года, начнутся серьезные смещения внутри Земли, можно себе представить близость этого объекта к нам, и если мы все еще его не видим, это вовсе не значит, что его на самом деле нет. Казалось бы, что за чушь, и быть такого не может, но послушайте факты.
Древняя шумерская цивилизация, известная своими великими знаниями по части астрономии и невидимых глазу небесных тел, насчитывала не 9, а целых 12 объектов планет Солнечной системы. В древних текстах упоминаются 12 планет, но лишь 11 шумеры могли с точностью описать. 12-ю они назвали Нибиру. Перевод гласит «место для богов». Другими словами, центр управления. Шумеры утверждали, что Нибиру не поддается описанию и проявляется редко. Она несет в себе одновременно спасение и угрозу для жизни. Нибиру имеет связь с каждым существом на Земле, и именно Нибиру контролирует земные процессы и процессы, происходящие на других планетах. Возможно, главной задачей такого центра является противодействие внешним факторам риска, способным вмешаться в размеренную земную жизнь. Известный американский исследователь Захария Сичин долгие годы работал над изучением процессов Земли, в которые вмешивалась иная физическая сила, и пришел к потрясающему выводу. Есть некий контрольный центр, можно назвать его Нибиру, и сравнить с обителью для высокоразвитой цивилизации. Мозг живого организма для осуществления незримых процессов, что не контролируется разумом, использует информационные волны Нибиру. Поразительно другое. По подсчетам ученого, физические размеры Нибиру не более 50 километров в диаметре, зримо на ней отсутствует жизнь и даже шансы на то, что она когда-либо была возможной. То есть при любых обстоятельствах в нашем понимании жизни на Нибиру нет. Но на самом деле она там существует, причем в высокоразвитой форме. Как это сопоставить – загадка. Мехди утверждает, что основные катаклизмы на Земле произойдут по причине влияния Нибиру. Возможно, сверхпланеты и сверхразум больше не намерены помогать Земле нивелировать катастрофы и аномалии, а позволят им свершаться так, как они должны происходить, и с той разрушительной силой, которую будет контролировать лишь природа Земли. Она пытается очиститься от последствий действий человека. Это значит, что катастрофы и катаклизмы на Земле с годами будут лишь усиливаться, пока люди не найдут способ жить в гармонии со своей планетой, пока не перестанут рушить экосистемы и пищевые цепи. Допустим, в Аляске природных ресурсов не будут затронуты, мировые державы будут между ними конфликт за Аляску. Но самая главная катастрофа – это бесчеловечное отношение друг к другу и земле. Мехди говорит, что если человек не гнушается нечистых способов достижения своей цели, эта цель со временем перестает быть достижением. Она лишь отягощает судьбу человека, а если речь идет о целых общностях людей, о городах и странах, то отягощает судьбы их народов. Они становятся жертвами кажущихся непредвиденными событий, будь то политические, экономические или стихийные бедствия. Чтобы такого не случилось, нельзя добиваться желаемого во что бы то ни стало. Путь жертв и слез ни к чему хорошему не приведет. Если Бог не хочет свершения чего-либо, не нужно идти против Него. Согласитесь с волей Всевышнего, и вам воздастся за это. Вы получите больше, чем могли ожидать, но наверняка не сразу. Нужно иметь терпение и уметь ждать. Меня, конечно, это будущее связано будет опять с болезнью, новой болезнью, так как коронавируса худо или бедно, не знаю, лечили скоро, но будет новая болезнь. Это поэтому мы самое важное того, что мы можем сделать на профилактике, это держать очень хороший иммунитет. Кто может тебе помочь, кроме того, кто тебя создал? Кто может показать тебе верный путь, кроме того, кто подарил тебе жизнь? Эти слова Мехди сегодня очень важны для каждого из нас, для тех, кто стоит на распутье и не может принять решение сам. В ряду с пророчествами о катаклизмах, что с годами будут лишь усиливаться, особняком стоит будущее России, которую экстрасенс назвал счастливой страной. А счастье ее в том, что судьба страны оказаться абсолютно обособленной от влияния Европы и США, от влияния любых дестабилизирующих факторов. Россию в будущем ждет процветание и успех, сказал экстрасенс. А это значит, что механизм уже запущен, и рука сильного лидера вскоре выведет нас на новый путь. Мехди видит новых союзников у России, причем не мнимых, а надежных партнеров, благодаря которым ее влияние в мире будет только усиливаться, пока не настанет время настоящего расцвета.
Уже сейчас русские добились значительного успеха и признания влияния за рубежом. Далее значимость страны будет только усиливаться, а жизнь граждан улучшаться. Многие страны, говорит Мехди, найдут в России поддержку и оплот. Еще полвека назад прозорливые старцы видели, когда же недруги просят помощи у России и получают ее. Но для того, чтобы помогать другим в такое тяжелое время, мы и сами должны оставаться сильными. Уже в 2022 году Мехди видит несколько судьбоносных событий в истории русских и обещает, что легко не будет, но любые трудности станут толчком к дальнейшему совершенствованию и развитию. «Россия все выдержит», — сказал Мехди, — «и никакие трудности на пути не сломят ее. Наоборот, помогут стать лучше». Проверка на прочность в 2022 году ожидает жителей не только России, но и всего мира. Что вообще может означать слово «проверка» в тех условиях жизни, в которых сегодня поставлены все люди на Земле? Ведь проверка подразумевает выбор. От того, какое решение примут люди, будет зависеть их дальнейшая жизнь и судьба. Возможно, также проверка на прочность – это в гуще любых событий оставаться стойким и не терять надежду на то, что все скоро изменится к лучшему. Что бы ни случилось на Земле, в какие бы условия ни попали люди в будущем, это лишь временный этап, который не будет длиться вечно. А вот благополучная и успешная жизнь, которую предвидел Мехди для России, продлится, по его словам, достаточно долго, станет своего рода исторической эпохой изобилия, к которой мы подойдем уже очень скоро. Счет пошел даже не на десятилетия, а на года. К сожалению, прогнозы Мехди относительно будущего Евросоюза далеко не так безоблачные. Мир ожидает серьезная встряска, которую многие страны не выдержат. Я не буду говорить, но снимать можете. Там карта Земля перевернутая, и там нисколько сторонов нет. Евросоюз уже в 2022 году значительно ослабит свои позиции в мире. США утратит былую мощь, но в поисках новых союзников Россия вполне вероятно найдет в Штатах выгодного партнера. И то на время. «Америка не будет счастлива и ответит за все свои злодеяния», — говорил Мехди. Примерно таким же о судьбе Штатов было предсказание болгарской ясновидящей Ванги. Она говорила, что Запад и Россия будут врагами до тех пор, пока не начнутся множественные конфликты и аномалии, в большинстве из которых Россия будет затронута так или иначе. Поведением Ванги мы будем участвовать в конфликтах, но из всех без исключения выйдем без потерь. Ясновидящая также указывала на время этих событий, говоря, что Россия будет тогда богатой страной, но денег россияне почему-то не увидят. Те, кто трактует ее предсказания, связывают это с электронными деньгами или банковскими картами. Значит, это время будущего уже на подходе, но, возможно, также другая интерпретация. Предсказатель Мехди так говорит о сроках ближайших изменений в России. Судьба России может измениться в один час. Следует полагать, что либо стихийное буйство природы уже в 2022 году решит судьбу россиян, сделав их страну оплотом для всего мира, либо в политике будет принято решение, что изменит дальнейшую судьбу России и мира. А это были пророчества Мехди. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики о будущем. Также у нас есть сайт, где без рекламы собраны все статьи на тему грядущих событий. Переходите и читайте, смотрите тематическую подборку видеороликов о том, что нас ждет. До новых встреч!